discuss one verse from the Bhagavad-Gītā, 9th chapter. How do you want to do this? Okay. Мы обсуждаем текст из Бхагavad-Гиты из 9 главы. 9th chapter. 9 глава. And text 10. Текст 10. Maya dakshina prakriti suyati chacharaksharam hetunani na kaunteya jadapi parivartate. Translation. Перевод текста. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на 4 сословия. Но знай же, что хотя я являюсь создателем этой системы, сам я, вечный и неизменный, не причастен к какой-либо деятельности. Комментарий мы прочитаем немного. Господь – Творец всего сущего, все исходит от Него, все поддерживается им, и все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, Он также является создателем 4 сословий общества. Первое сословие – это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются браманами. За ними следует сословие правителей, которых на санскрите называют кшатриями. Они действуют под влиянием гуны страсти. Представители торгового сословия, вайши, находятся под смешанным влиянием гун страсти и невежества, а шудры, или рабочие, под влиянием гуна невежества. Но хотя Господь Кришна является создателем этой системы, Он не принадлежит ни к одному из этих сословий, так как не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида, но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначение которых – дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких гун природы он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных гун, описаны в 18 главе этой книги. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, превосходит даже браманов. Хотя настоящие браманы по определению должны обладать сознанием о Брахмане, верховной абсолютной истине, большинство из них не поднимается выше осознания безличного проявления Господа Кришны. Однако человек, чьи познания шире и глубже, чем ограниченные знания браманов, может постичь верховную личность Бога, Господа Шри Кришну, и таким образом обрести сознание Кришны. Иными словами, такой человек становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знания обо всех полных воплощениях Кришны, таких как Рама, Нарисимха, Вараха и другие. И подобно самому Кришне, человек, обладающий сознанием Кришны, стоит выше всех сословий и социальных групп, будь то нации, общины или расы. So here in this verse, Krishna clearly explains that he supervises this material nature. В этом тексте ясно объясняется, Кришна говорит, что он надзирает или присматривает за этим материальным миром. How Krishna's intelligence works and manifests in this world. Каким образом разум Кришны remains a mystery for modern science. То, каким образом работает разум Кришны, для современной науки остается загадкой. He himself uses a particular term, avyakta muritina. Он сам использует этот термин авьякта муртина. Avyakta, you know, vyakta means something manifested, you can see. Авьякта – это слово, часть его вьякта – это то, что мы можем видеть. You can measure. Вы это можете измерить, You can experience. вы можете почувствовать. Something not manifested, more difficult. То, что не проявлено, это более сложное. Then for modern science, it is not science anymore. Но тогда для нынешней науки это уже больше не наука. We will systematically go through this point. It's a quite interesting point. Мы систематическим образом обсудим этот момент, поскольку это очень интересный момент. Just the other day, I checked a little bit on the internet. Scientific American, you know this journal called Scientific American. Недавно, на днях, я
полистал, заглянул в этот американский известный журнал Scientific Journal. So I wanted to see what are the latest scientific discoveries. И мне было интересно узнать, какие последние интересные научные открытия существуют. And I read related to the origin of life on Earth. И я прочитал описание, которое как раз касается темы первоистоков жизни здесь на Земле. I quote. Я процитирую. Fresh clues hint at how the first living organism arose from inanimate matter. Первый ключ к тому, чтобы понять, каким образом на Земле появилась жизнь из безжизненной материи. That approximately occurred 3.7 billion years ago. И это приблизительно произошло 3,7 миллиарда лет назад. So that's the latest discovery. Это последние открытия. Unfortunately, from our Vedic perspective, it's just another shot in the oven. Но, к сожалению, с нашей ведической точки зрения, это просто еще одно открытие или закрытие духовки. Another shot in the empty sky. Еще один выстрел. Они еще гадают, Гадают, еще раз гадают. Because according to our Vedic science, Поскольку согласно ведической науке, the first living organism, or Lord Brahma, это первый живой организм или Господь Брахма appeared 155 trillion years ago. появился 155 миллиардов лет назад. It's quite a difference between a billion and a trillion. То есть триллионов, извините, это уже не миллиарды, триллионы, следующая группа цифр. И есть заметная разница между миллиардами и уже следующей категорией триллионами. So they think 3.7 billion years. Они считают, что это 3,7 миллиарда лет. Now we say 155 trillion years ago. А мы говорим, что 155 триллионов лет назад. But they're trying their best. По крайней мере, они стараются над этим очень-очень. They still have a long way to go. У них еще долгая дорога впереди. Scientists in Darwin's day, they thought that the cell, human cell, consists of very simple elements. Ученые во времена Дарвина считали, что клетки человека, они очень-очень простые. They thought it was a very simple, what do you call it in English, glob. Glob means a lump of semi-liquid matter. Они считали, что она очень является такой простой какой-то совокупностью, кучкой разных элементов. Or what they call plasm. То, что называют плазмой. But today, science has discovered that the human cell is much more complex. Но на данный момент ученые обнаружили, что клетки в теле человека значительно куда более сложные. It is like a molecular machine, very sophisticated. Это как молекулярная машина, которая обладает необычайной утонченностью в своем устройстве. And very, very rich in digital codes. И очень богата цифровыми кодами. And then, of course, the question can be raised: where does this information come from? Но тогда можно задаться вопросом, а откуда появилась эта информация? This high-tech information in low species of life. Это хай-тек информация в низких формах жизни. It is called the Dna Enigma. Это называется Enigma, кто знает, что это? Загадка ДНК. They discovered that in every human body, они обнаружили, что в каждом человеке, в его теле, there are about 1 trillion cells. Существует около 1 триллиона клеток. Of course, we also have to check with that number. Ну, конечно, это число тоже нужно еще перепроверить. But that's what they say. Но, по крайней мере, они говорят об этом. And almost every of these cells includes a DNA molecule. По крайней мере, каждая из этих клеток включает в себя молекулу ДНК, структуру ДНК. And where did the digital code embedded in the DNA, again, where does it come from? И откуда, опять же, можем задаться вопросом, были
как бы туда внесены или запрограммированы эти коды в эти структуры ДНК. They say just one cell, the structure of one cell is more sophisticated than the entire managerial structure of the city. Они говорят о том, что устройство даже одной единственной клетки куда более сложное, чем структура целого города. And we have 1 trillion of such cells. А в каждом из нас целый триллион таких клеток. Where does all this come from? Откуда это все появилось? We cannot but just conclude there must be some higher intelligence involved. Мы не можем мыслить иначе, как только мысля так, что в этом должен был участвовать какой-то высший разум. Because we have both. We have very, very primitive life forms. Поскольку у нас есть оба проявления и очень примитивные формы жизни. I don't talk about human life. Very primitive. Я не говорю о человеческой форме жизни, очень примитивные виды жизни. But at the same time, you have a combination of a very primitive life form, but highly sophisticated digital coded informations in these simple life forms. То есть существуют очень примитивные формы жизни, живые существа очень примитивные, но при этом в них запрограммирована необычайно утонченная цифровая информация о них самих. Scientifically paradox. Это научный парадокс. Something simple, primitive should always evolve in something more complex. Поскольку что-то примитивное, оно должно эволюционировать к чему-то более сложному. But now you have both combined at the same time. Но сейчас мы видим, что в одно и то же время присутствует комбинация обоих. You might know there's a new scientific branch called ID, Intelligent Design. Вы, может быть, знаете, существует новый раздел в науке. Это наука, которая придерживается идеи, что за всем стоит разумный замысел. Because many people and many scientists they don't accept it as a scientific branch. Конечно, существует достаточное количество ученых, которые не считают это научной отраслью. I give you one of their arguments. Я зачитаю один из их аргументов. That you aren't a scientist any longer once you decide this is the most likely way we happen to exist. Вы больше не являетесь ученым, если вы придерживаетесь этой точки зрения, как мы все появились и как все существует. At that time you become a philosopher or religious mouthpiece. С этого момента вы тогда превращаетесь в философа или в религиозного деятеля, Not a scientist. но не ученого. Since science is defined as Поскольку определение ученого таково: the study of nature and its behavior, изучение природы и ее поведения, of the physical universe, физической вселенной, based on observation, experiment, в основе чего лежат эксперименты и наблюдения and measurement. и измерения. Supporting the theory of intelligent design is pretty much accepting the most unlikely and wildest idea of how we came into existence. Эта идея о разумном замысле unlikely accepts, it doesn't accept. Что? Don't understand. It doesn't accept these wild ideas. Start again. Supporting the theory of intelligent design Поддерживая или придерживаясь этой идеи разумного замысла, is pretty much accepting the most unlikely and wildest idea эта концепция принимает очень широкие и дикие идеи. how we came into existence, Как мы появились, without a shred of evidence to lend to the theory. Смелые догадки. Without any evidence. то есть без всяких подтверждений. It involves no observation, no experiment, no measurement. И в этом не применялись ни измерения, ни наблюдения, ни эксперименты. But that's a very, very not very intelligent argument. Но этот аргумент не очень-то разумен. Just like we have intelligence. Вот, например, у нас есть разум. And to make such a statement that we have intelligence according to that argument means it is an unscientific statement.
Если исходить из этого аргумента, который мы только что прочитали, то это очень неразумно, когда мы так заявляем, что вот у нас есть разум. Because you cannot measure it, you cannot experiment. Поскольку вы это не можете измерить, не можете экспериментально это как-то выяснить. It's the same argument. Тот же самый аргумент. Whether we talk about a vast, all-pervading universal intelligence or an individual intelligence. Или мы говорим о всепроникающем вселенском разуме, или о разуме индивидуального человека. What's the difference? В чем разница? So all their arguments against intelligent design goes against their own intelligence. И поэтому их аргументы против вот этой идеи о разумном замысле просто само по себе противоречит их собственному разуму. To say that there is some intelligence behind, the functions, especially biochemical functions of this universe, to say this is unscientific, it's exactly the same as arguing that, or to make the statement, someone possesses intelligence, it is unscientific. Это вот так можно сказать так, что заявлять, что за всеми сложными биохимическими процессами, которые существуют в мире, существует разум или разумный замысел, это также было бы, если бы мы сказали, что у кого-то нету разума, хотя мы понимаем, что он есть. In biophysics or anything related to this universe, how can you not talk about intelligence? В биофизике или в чем угодно, что существует в этой вселенной, невозможно говорить об этом, не вовлекая в это идею разума. How is that unscientific? Каким образом тогда это не научно? And why do they say, because it cannot be experimented? И почему же они тогда говорят, что это нельзя проверить экспериментально? Cannot be measured. Что это нельзя измерить? We study the symptoms. Мы изучаем это по признакам. Precisely because of the symptoms which can be measured. И все происходит очень точно по признакам, которые как раз можно измерить. Like a sophisticated, complex structure of a cell. Как утонченная, очень сложная структура клетки. The digital information contained in the DNA. Цифровая информация, которая находится в ДНК. It all can be measured very nicely. Это можно прекрасным образом измерить. And because it is such an overwhelming evidence, measurable evidence. И поскольку это ошеломительное, измеряемое проявление, they come to that conclusion. Они пришли к этому выводу, that there must be high intelligence involved. Что, несомненно, в этом должен был участвовать высший разум. Just like there's so many other amazing phenomena in our human body, you can study, you can measure. Как, например, существует много других феноменальных проявлений в человеческом теле, которые можно изучать и измерять. Our eye, for instance. Например, наши глаза. How can anybody argue our human eye, the function of our human eye, developed, by random chance? Каким образом, over billions of years? Каким образом кто-то мог бы так заявлять, что механизм нашего глаза, скажем, он развился случайным образом за миллионы лет? Like this is a camera. Как, например, вот перед нами камера, видеокамера. Anybody who knows something about cameras, video cameras. Любой, кто знает что-то о видеокамерах, they know it is the lens is a very sophisticated device. Они знают, что линзы внутри камеры являются очень утонченными устройствами. And all the other functions. И другие функции. Like the white balance, for instance. Как, например, баланс белого цвета. Black balance. Баланс черного цвета. The black always has to be pure black. White has to be pure white. Белый цвет всегда должен выглядеть чистым белым, черный цвет чистым черным цветом. So some cameras they have automatic white balance. В некоторых камерах эта функция исполняется автоматически, баланс белого. Some you can do it manually. В некоторых можно это вручную сделать. You take a white piece of paper. Берете лист белой бумаги. And then you focus the lens on it. Фокусируете линзы на эту бумагу. Press the white balance button. Нажимаете кнопочку баланса белого. Then you have a pure white. И тогда у вас включается чистый белый цвет. And then all the other colors are very natural. И все другие цвета становятся очень естественными. Then you have the auto function focus, the auto focus function. Autofocus. И тогда у вас существует автофокус в камере. And some cameras the autofocus is more fast, some little slower.
В одних камерах автофокус, автонастройка фокуса более быстрая, в других более медленная. You can manually focus or automatic. Можно включить это автоматически, можно вручную это делать. So like this. Таким образом. Now consider our human eye. И вот давайте задумаемся над нашим глазом, человеческим глазом. What an advanced, perfect camera. Какая развитая и совершенная камера. The autofocus you don't even notice. Вы даже не можете заметить, когда там у вас работает этот автофокус. In a fraction of a second, if you look at some object in the back, immediately focus, in front focus, back focus. There's no mechanism. Только вы повернули свой взор и посмотрели куда-то вдалеке, мгновенно все настраивается. Вы даже не можете уловить, как этот механизм срабатывает. You become aware of. Вы сразу же познаете, что там. It happens so automatic, perfect. Вы даже не догадываетесь, как это все происходит, настолько это автоматически и совершенно происходит. Doesn't matter what light conditions are. The white is always perfect, black is always perfect. Независимо от того, какие бы были бы световые условия вокруг вас, для вас все выглядит в совершенных тонах белого или черного. And we have a stereo camera. Более того, наша камера еще стерео. Now they developed it. Сейчас они только начинают развивать. On the home market, now you can buy stereo cameras. На рынке домашних устройств можете теперь купить уже стереокамеры. And then when you put on 3D glasses, you can see everything in 3D. И если вы оденете трехмерные очки для просмотра, то вы увидите теперь уже с этой камеры все таким в трехмерном видении. We don't need any 3D glasses. Но нам-то самим не требуются никакие трехмерные очки. We have a stereo camera in our head, and we see everything 3D. У нас стереокамера внутри нашей головы, и мы все в 3D видим. And camera, everybody knows. If you use a camera and you walk a little bit up and down, and everything is shaky. Например, с камерами, наверное, все знаете, что когда вы идете и снимаете что-то, то там все в изображении трясется. You need something like a Steadicam. И вам нужно тогда какое-то устройство, которое называется Steadicam, to make the movements of the camera more soft. Чтобы перемещение камеры, в ходе перемещения камеры все выглядело достаточно таким гладким. If you want to make it really perfect, you need a very expensive device, $10,000 device. А если вы вообще хотите все в высшей степени совершенно сделать, то вам нужно такое сложное устройство, которое стоит десятки тысяч долларов. But just see our Steadicam. Ну, оцените нашу Steadicam в глазах. You can jump up and down. Можете прыгать вверх и вниз. And you never feel that the pictures are shaking. И вы никогда не почувствуете, что картинка у вас дрожит. You can stand on your head, no Можете problem. стоять на голове, никаких проблем. Everything very smooth. Все очень гладко. And then they want to make us believe it all happened by chance. И они все хотят нас заставить думать, что это все случилось случайно. No, there's a design is there. Нет, за этим стоит замысел. Everything is pre-designed. За всем стоит замысел. I talked before a little bit about our hair, how our hair grows. It's just amazing. Недавно как-то я рассказывал о том, как растут наши волосы. Это поразительное явление. Because it's very aesthetic. The hair on our head grows. Это continuously. Эстетическое такое проявление. Волосы постоянно растут у нас на теле. Because then we can fashion it, we can style it, we can cut it in a particular way. Поскольку мы можем и определенным образом подстричь, или покрасить, или создать какую-то прическу. If you don't like it, then it grows back, no problem. Если вам не понравятся, они новые отрастут. You cut it in a different way. Вы их подрежете каким-то другим образом. But why doesn't it happen with our eyebrows? Но почему этого не происходит с нашими бровями, например? Why don't they just grow? Почему они вот не растут и не растут так непрерывно? Росли бы и росли бы. It's not very aesthetic. Потому что это не было бы не очень эстетично. It would look horrible. Трехметровые брови. So how come the same hair cells are there? Но каким образом это происходит? Там существуют те же самые клетки, которые разложат волосы.
космос. Whether the hairs are a few centimeters up there or few centimeters down there, but entirely different information. Но почему-то возьмем волоски, которые чуть-чуть несколько сантиметров повыше, и волоски, которые несколько сантиметров пониже, у них как бы вложена совершенно разная информация. No, they just grow a little bit and stop. Вот у этих, у них немножко вырастут и все останавливается. Stop, no more. Стоп, больше не расти. Here, continue. А здесь растите и растите, без остановки. And then when we are old, very old, А когда мы очень старимся, очень just старые, a few hairs, they turn white and grow quite long. лишь несколько волосков белеют и начинают что-то расти, продолжать. So that you really look old. Чтобы по-настоящему выглядели старыми. This is not happening by chance, sorry. Но это не происходит случайно, извините, но это не так. It's all pre-designed. За этим стоит предшествовавший дизайн, замысел. There's a high intelligence involved in all these functions. Во всех этих функциях участвовал высший разум. Same thing we know with our bones. То же самое с нашими костями. Our two hands exactly like a mirror reflection. Наши две руки, они похожи друг на друга, как в отражении зеркала. The thumb also could be on the same side, why not? Ведь большой палец мог бы расти также с той же самой стороны. No, habit is so perfect. Нет, все совершенно растет. Some bones are rigid, some flexible. Некоторые кости твердые, некоторые гибкие. Same bone cells. А костные клетки все те же. But some digital informations or coded informations are there implanted. You grow this way, you grow that way. Но каким-то образом существует цифровая информация, которая в них вложена внутри, о том, как им расти, в каком направлении, сколько и куда. That is Krishna's intelligence. И вот это разум Кришны. I'm the seed-giving father of all living entities. Я дающий семя отец всему, что существует для всех живых существ. He's not throwing around seeds. Но он не ходит и не разбрасывает семена везде. It means he gives all the informations how these seeds should grow, in which way and how. Но это означает, что он как раз дает ту информацию всем семенам, как им расти и в каком виде. You have two different seeds. Возьмем два разных семени. They look the same. Они выглядят похожими. But one seed grows into an apple tree, another seed into a banana tree. Но из одного семени вырастает яблоня, а из другого банановое дерево. All these informations are given by Krishna. И вся эта информация предоставляется Кришной. But it's not easy to accept. Но принять это почему-то трудно. As long as we think that the human intelligence is the climax of all intelligence. До тех пор, пока мы думаем, что человеческий разум является кульминацией любого разума. Then of course it's difficult to accept. Ну, тогда, конечно, сложно принять. That there's such a vast intelligence existing, что существует такой огромный разум, which even controls us. Который даже контролирует нас. This would be like a major defeat. Это было бы величайшим поражением в этом in our human existence. В нашем человеческом бытии. And this is why they are very, very much against accepting intelligent design as a scientific theory. Поэтому они очень-очень препятствуют тому, чтобы принять идею, концепцию разумного замысла как научную. But as Krishna states in this verse, но как Кришна говорит в этом тексте, that he is the cause of the laws of nature. Он говорит, что он является первопричиной законов природы. He is the cause even of the human intelligence. Он является даже первопричиной человеческого разума. Srila Prabhupada always used to say, who gave Albert Einstein the intelligence? Who gave him this brain? Срила Прабхупада любил говорить, что а кто Эйнштейну дал его удивительный разум? He did not decide one day, I want to have a brain like this. Такого не было, что однажды он подумал, а давай-ка я буду иметь такой удивительный разум. I don't like my brain, I want to have another brain. Я не хочу такие мозги, я хочу другие мозги. It's being given. Нет, ему они были даны. Who arranged? Но кто это все устроил? So that all indicates to a super brain.
И это все указывает на существование сверхмозга or the Supreme Personality of Godhead. или Верховной Личности Бога. Hare Krishna. Are there any thoughts you have? Может, у вас возникли какие-то мысли, услышаны? Thoughts means Мысли. thoughts. Мысли. Мысли? Мысли. Мысли. Да. Almost the same. Да, пожалуйста, говорите. Ученым мешает гордость принять высший разум. Maybe proudness prevents the scientists to accept this idea. Pride. Pride. Proudness. Pride. Pride. Pride what? Maybe pride prevents them to accept this idea. We could conclude like that. Ну, мы могли бы прийти к такому выводу. Здесь вопрос? Говорите. Мой вопрос говорил, что Эйнштейну было дано уже такой разум. Это означает, что наш как бы уже судьбой предначертано какой разум, или мы можем обрести другой, лучший разум? My question is, the scientist is given, let's say he is intelligent. The scientist what? Like Einstein, you said he's already given by the Lord his intelligence, but is it like predestined, or what kind of intelligence we'll have, or we can get something better than this? I mean, better intelligence what we have now. Can we get another better, like divine or something? Yeah. Yes, it is predestined, of course. Конечно же, это предопределено. Due to previous life's activities. Это было вызвано опытом ваших прошлых жизней. And then it's a karmic reaction. Это кармическая реакция, That someone gets such a brain. что у кого-то появляется такой мозг. Previously, most probably, he was already searching and thinking. Очень возможно, что в прошлом бытии он уже очень много размышлял, думал. And then Krishna fulfilled, said, okay, you continue. И Кришна просто выполнил это стремление и сказал: хорошо, просто продолжай дальше. And what was the other? Yes, of course, we can always develop our intelligence. И, с другой стороны, конечно же, мы всегда можем развивать наш разум. In normal materialistic life, it is only used in a particular way. В обычной материалистической жизни, в материалистическом обществе это обычно используется каким-то небольшим образом определенным. But it definitely can be used for higher purposes in life. Но, несомненно, это можно использовать для более высоких целей в жизни. If actually human intelligence is meant to research in higher subject matters. Обычно человеческий разум предназначен для того, чтобы задумываться и изучать высокие темы. It's also explained in the Srimad Bhagavatam. Это также объясняется в Шримад Бхагаватам. A real intelligent person is he who invests his intelligence in searching about the absolute truth. По-настоящему разумный человек — это тот, кто использует свой разум для того, чтобы осмыслять, задумываться и понять высшую истину. That's true intelligence. Вот это подлинный разум. Not just to polish the activities which are being done, performed by any other species of life. А не тот, кто просто занимается тем, что полирует всю ту же деятельность, которой занимаются и другие виды жизни. How to eat, how to sleep, how to defend oneself. Как лучше есть, лучше спать или защищаться. So that spiritual intelligence that can be developed more and more. Духовный разум можно развивать еще и еще, все больше и больше. Material intelligence, it is karmic conditioned.
А материальный разум, он обусловлен с кармической точки зрения. By our karma, we might have a certain capacity of intelligence. Вследствие нашей кармы мы можем иметь какие-то пределы возможностей нашего разума. The Brahminical people, they have more intelligence. Брахманические люди имеют больше разум. And then accordingly Kshatriya, Vaishyas, Sudras. И, соответственно, тогда кшатри, вайши и шудры. But if one practices spiritual life, Но если человек практикует духовную жизнь, then even the material intelligence can develop further, то даже их материальный разум может еще развиваться. beyond one's karmic condition capacity. И превосходить возможности этого человека согласно карме. But that is up to Krishna. Но это уже зависит от Кришны. Whatever is lacking, Krishna will provide, То, чего не достает, Кришна даст. if necessary for the devotee service for Krishna. Если это необходимо для служения этого преданного Кришне. Maharaj, if intelligence is given and predestined, it leads to a conclusion that one's ability to develop one's intelligence to a certain direction also is predestined, and then we can't blame the scientists that they don't want to develop the intelligence to spiritual direction. Скажите по-русски, пожалуйста. Это если разум дан. Didn't understand the So conclusion. conclusion, if it's given, Yeah. then ability to develop it's given, and so if one develops it to one direction, it means that is predestined. That, let's say, scientists develop to that, and that you develop your intelligence to the spiritual direction. It's also then predestined. So how can we blame scientists for not developing their intelligence to that spiritual direction? Я говорю, что если разум дан, то даны разные параметры развивать разум. И если, например, ученые развивают свой разум в научном направлении, то это дано. Если кто-то развивает в каком-то другом направлении, то это тоже дано. И как мы тогда можем ли мы тогда упрекать ученых, что они не развивают свой разум в духовном направлении, просто им это не дано? No, they can go direction, Не, они могут двигаться в их направлении. but going their direction should conclude Но продвижение в том направлении, в котором они двигаются, должно приводить к выводу, in discovering the Supreme Personality of Godhead. к тому, что они начинают обнаруживать Верховную Личность Бога во всем. That should be their conclusion. Они должны приходить к такому выводу. It does not necessarily mean they must become devotees. Это не обязательно, это не означает, что они обязательно должны превратиться в преданных. If they don't want, that is freedom of choice. Если они не желают, но это их свобода выбора. But by their scientific research work, they should come to the conclusion. Но с помощью их научных исследований они должны приходить к таким выводам. If not, Но если это не так, then that is not intelligence. то тогда это не является разумом. It is what's the word? I don't find the English. You already have your opinion about something. What's the English word? Biased. You're already biased. Тут вы уже тогда предвзятые. Before even discovering something, you're biased. You already have your conclusion. То есть еще до того, как вы пришли к какому-то открытию и что-то обнаружили, у вас уже существует предвзятое мнение, то есть как надо понимать это. So we argue against that. И мы возражаем против этого. That let us talk about what real science means. Давайте поговорим, что воистину означает настоящая наука. Here obvious patterns of intelligent design. Что здесь присутствуют очевидные проявления разумного замысла. It is so incredibly sophisticated. Что он невероятный, такой утонченный. But then no. Но они говорят, нет.
If you talk about intelligence, as I mentioned this argument, then this is not scientific. И если мы начинаем говорить, вот как я это уже зачитывал, они тут же начинают отвечать, ну это не научно. Then you're just talking about religion or philosophy. Тогда вы сразу же начинаете говорить в духе религии или философии. That is not scientific. Но это не научно. Like we have intelligence. Как, например, у нас есть разум. How can you on earth argue that to say that I have intelligence, this is not scientific? Как кто-либо на Земле мог бы заявить, что говорить, что вот у меня есть разум, это не научно? We can measure Мы можем измерить, the symptoms. можем измерить признаки. You can see the symptoms that yes, there must be intelligence. По признакам можем заключить, что да, там должен быть разум. Like a king or president of a country. Как, например, царь или президент страны. You know, many people cannot see him. Многие люди, большинство людей не могут даже его увидеть. But his intelligence is manifesting in so many different ways. Но его разум проявляется во многих разных местах. His influence, his personality. Его влияние, его личность. The same thing with the Krishna's intelligence. И то же самое с разумом Кришны. It is all pervading, everywhere, manifesting. Он проникает в собой все и проявляется повсюду. And to say that this is not scientific to come to such a conclusion, that is not science. Но приходить к такому выводу, что ну это не научно, это уже тогда не наука. And also as human beings, yes, many things are karmic, predestined. Да, как вот у людей, у человека, действительно многие вещи, они предопределены, это как кармическая реакция. But still, we also have a certain amount of freedom of choice. Но тем не менее у каждого из нас есть какой-то объем свободы выбора. We do not just live out our karma and that's it. Нет такого, что мы просто отживаем свою карму и все. That's animal life. Такое есть в жизни животных. The animals have no freedom of choice. У животных нету свободы выбора. They just live out their karma. Они просто отживают, отрабатывают свою карму. The human life is different. А человеческая жизнь иная. We have a certain amount of freedom of choice. У нас есть определенный запас свободы выбора, определенный объем. We can decide on our own, which is not conditioned by previous activities. Мы можем выбрать сами что-то, принять сами какое-то решение, и это не будет обусловлено каким-то нашим предшествовавшим опытом. It's a special feature of the human life. Это отличительная особенность человеческой формы жизни. Therefore, the human form of life is sometimes called the field of fruitive activities. Вот почему иногда человеческую жизнь называют полем деятельности ради плодов. It is our choice now to perform activities which elevate us or degrade us. Это наш выбор, какой деятельностью мы будем заниматься, которая нас будет возвышать или которая будет приводить к нашей деградации. That only happens on a middle planetary system. Такое возможно лишь на срединных планетарных системах. It is like a springboard. Это как трамплин. We either elevate or go down. То есть или подпрыгнуть наверх, или полететь вниз. So once you elevate yourself, then again you live out your fruitive results. So the results of your pious activities, you live them out on the heavenly planets. Hellish planets, you live out your sinful karmic reactions. Что если вы, например, запрыгнули, образно выражаясь, туда повыше, вы попали в райские миры, то вы тогда начинаете отживать результаты вашей благочестивой деятельности. Если вы соскользнули вниз и попали в низшие миры, в какие-то адские условия, то тогда вы отживаете, отрабатываете свои греховные последствия. Human form is different. Но человеческая форма жизни иная. Some amount of karma, yes. Какое-то количество кармы есть, but also a lot of freedom of choice. Но также существует большое количество свободы выбора. You can decide. Мы можем выбрать что-то. Elevate or degrade. То есть подниматься вверх или деградировать. Even the demigods, they desire very much the human form of life. Даже полубоги очень сильно, они жаждут буквально родиться людьми. Because of that facility of having freedom of choice. Именно из-за того, что существует вот эта возможность, вот эта способность проявлять свободу выбора. Demigods on higher planets, they're just very busy enjoying. Потому что полубоги на райских планетах необычайно заняты всевозможными наслаждениями. We are, as human beings, we try to enjoy.
А мы, как люди, мы пытаемся наслаждаться. We are not busy enjoying. Мы не так, что мы так сильно заняты наслаждениями. We are trying to enjoy, Мы лишь пытаемся понаслаждаться. but most of the time not possible. Но в большинстве случаев ничего не выходит. So that makes us thoughtful. И это заставляет нас задумываться. Very special body we possess Мы обладаем очень особенным телом and consciousness. и сознанием. It is especially designed, to get a chance to surrender to Krishna. Оно особым образом устроено, чтобы обрести эту возможность, точнее обрести Кришну. It's the greatest chance to surrender to Krishna Это величайший шанс предаться Кришне in a human form. в человеческой форме жизни. Greatest chance, greatest possible chance to surrender to Krishna. Наивысший, наилучший из всех возможных шансов, которые можно получить, предаться So Кришне. if the so-called science deprives us, wants to deprive the human being of that chance, we have to say something. И если так называемая наука пытается сделать так, чтобы лишить нас возможности воспользоваться этим шансом, то мы должны об этом обязательно что-то сказать, возразить. That is our freedom of choice. То есть, что воспользоваться нашей свободой воли. Okay, I would like to stop here. Хорошо, There's я хотел... one more. Давайте, да, ваш вопрос. Являются ли живыми существами клетки в организме, органы, также атомы, молекулы? Я как понимаю, что материя безжизненна, но отождествляют ли живые существа с этими телами? Находятся ли там живые существа? Души. If we take cells, are these cells living entities or organs in the body? Maybe they are living entities, or molecules, are they living entities? Generally, Bhagavad-Gītā describes Бхагавад-Гита описывает, что обычно that this body consists of material elements, наше тело состоит из материальных элементов. bhumi, apana, vayakama, like this. Вот это сердце. Biochemical machine. Что это биохимическая машина. And there's the soul residing within the heart, Душа обитает в области сердца and the super soul. и сверхдуша. There are two souls in this body. В этом теле две души. If you start thinking that every cell is a living entity, you get in trouble. Но если вы начнете думать, что каждая клеточка это живое существо, то вы попадете в большие проблемы. So the body is matter, Тело это материя, and the soul is residing in the body, а душа она пребывает внутри тела. and the soul is a living entity. И вот эта душа является живым существом. So that first we have to understand. Вот это мы должны прежде всего понять. Маленький, small. You can ask. Давайте, да, говорите. В этот век рождаются в основном шудры. Чем это вызвано? Practically, only Shudras are taking birth in this age. What is the cause of this? Because there's no samskara being performed. Поскольку не совершаются самскары. It is unknown nowadays. It's unknown. Сейчас это неизвестно никому. And people are also not qualified to perform samskara. И люди также не квалифицированы, чтобы совершать самскары. Samskara means Самскара означает, your consciousness is so elevated что ваше сознание настолько возвышено, that you perform certain activities before birth, что вы выполняете определенные действия до рождения. called Garbhadana samskara. Это называется Гарбадхана самскара. And that will attract very, very highly qualified, living entities into the womb of the mother. Эти действия привлекут очень-очень возвышенную душу в тело матери. So that is not existing anymore. Но этого больше не существует, не практикуется. It's just, when we are overcome by lust, then we just combine and then we have a child. Мы как-то, нас охватывает вожделение, мы оказываемся вместе, проводим время, и потом рождается ребенок. And then that will attract accordingly living entities Ну и, соответственно, такая деятельность привлекает соответствующее живое существо, who are not very elevated in consciousness. которое не особенно возвышено в своем сознании. Of course, there might be also exceptions. Конечно, могут быть и исключения.
But generally it is mentioned this age of Kali. Но обычно упоминается, что в эту эпоху Кали By birth, nobody is really qualified in a higher sense. просто, судя по рождению, никто не является квалифицированным в высшем смысле этого слова. Because by birth, everybody is like Sudra. Что по рождению все подобны шудрам. But then, of course, by education Но потом, конечно же, благодаря образованию and training, и обучению, then higher intelligence, higher qualities they can develop. более высокий разум и более высокие качества могут развиться. But just because, of my birth, nobody can claim I'm a Brahmana, I'm a Kshatriya. Из-за своего рождения никто не вправе заявлять, что вот я или браман, или кшатрия. By birth, we are not qualified. Просто по рождению мы не квалифицированы. We require training, education. Нам требуется обучение, образование. Мой вопрос такой, Гуру Махарадж говорил, что есть исключения души. И, например, как Прабхупада, он про себя думает, что он такая исключительная душа, или как Парамахамса думает, и как должны думать мы о себе. You said there's exceptions in Kali Yuga, like special souls come. Like Prabhupada, was he thinking like I'm so special, or I'm exceptional, or we should think the same, because false ego like sometimes can give us a thought like I'm exceptional, I'm special, I'm not like Shudra or something. No, Prabhupada never thought he's special. Прабхупада никогда не думал, что он особый. Even when he was special, Даже когда он был особым, I mean, he was recognized as special, he didn't think he was special. даже когда он был кем-то признан, что он действительно особая личность, тем не менее он так не думал. He always spoke like this, I have no qualifications. Он всегда говорил о себе, что я не обладаю какой-то квалификацией. Only qualification that I carry out the order of my spiritual master. Единственная квалификация — это что я выполняю указания моего духовного учителя. That's my only qualification. Это единственная моя квалификация, то, что он говорит. So if someone is very qualified, he doesn't think he's qualified. Если кто-то на самом деле квалифицированный, то он никогда так не думает. It doesn't make any sense, it's not logical. Это не имеет никакого смысла, это нелогично. Because humility is a spiritual quality. Поскольку смирение — это духовное качество. As more someone spiritually advances, more he feels humble. Чем больше человек продвигается духовно, тем более он испытывает чувство смирения. That's the quality of the soul, the feeling of the soul. Это качество души, это то, что идет из души. Because the soul becomes more and more conscious of Krishna. Поскольку душа все больше и больше осознает Кришну. And in comparison with Krishna, what is our qualification? По сравнению с Кришной, в чем наша квалификация вообще? It's very insignificant. Я же очень незначителен. So as more we become Krishna conscious, as more humble we become. Чем больше мы будем осознавать Кришну, тем более смиренными мы будем становиться. So we judge, the qualification of a person by the activities. И мы судим о квалификации человека, преданного, по его деятельности. And then we can see someone as a great soul. Тогда мы сможем увидеть, что кто-то является очень такой возвышенной душой By the activities. по его деятельности. But a great soul will never, tell others, I'm a great soul. Но великая душа никогда не будет говорить, что я великая душа. Because I'm a great soul, therefore you should worship me. Что поскольку я великая душа, то вы должны все мне поклоняться. And that person is not qualified. Но если он так говорит, то он не квалифицированная личность. See, that's one definition of humbleness. Вот одно из определений смиренности. Despite possessing all kinds of material qualifications, Несмотря на обладание всевозможных материальных качеств, the person feels humble. человек чувствует себя смиренным. That's humility. Вот это смирение.
That's only possible by spiritual advancement. А это возможно только, когда человек духовно продвинут. Again, I'm saying it's not logical. И опять же говорю, это нелогично, Because if I have some good qualities, then I know I'm conscious of it. поскольку если я знаю, что у меня есть какие-то хорошие качества, я осознаю это, я знаю это. I can compare myself with others. What's the problem? Я могу сравнить себя с другими, какая проблема. So logically, I should feel proud. И логично, что я тогда должен гордиться этим. See, this quality I have, this quality, this I can do nicely, this I can do nicely. Вот смотрите, у меня такое качество, вот то могу делать, это могу делать хорошо, ну что, как? That's a logical conclusion. И тогда такой логический вывод такой возникает. To feel very proud. Начинать гордиться этим. But a spiritual advanced, person, he doesn't feel like that. Но духовно развитый человек не испытывает такого чувства. This is a spiritual quality, humility. Поскольку это его духовное качество, смирение. It's beyond the scope, realm of logic, mundane logic. Это выходит за пределы мирской логики. I have a question about this humbleness and psychological discussions about people who have feeling of self-insignificance. I forgot this term, precise term. Significance of internal significance. Maybe someone else. Я хотел задать вопрос как раз в связи с качеством смирения и то, что в психологии называется чувство низкой самооценки. Я просто не знаю, как это по-английски точно сказать, но что-то подскажет. Low self-esteem. Low self-esteem, yeah. How not to go in this direction, trying to be humble, or that it would not be actually low self-esteem, but not humbleness. Yes, sometimes people tend to think this is what humbleness means. Да, к сожалению, многие люди склонны думать, что вот смирение это означает вот эта вот низкая самооценка. You think that I'm useless. Думать, что я бесполезен. Nobody loves me. Никто меня не любит. I'm the miscarriage of my mother. Я какой-то выкидыш моей матери. And then you just sit in a corner and you become depressed. И вы сидите в каком-то углу и просто впадаете в депрессию. Or you walk, down to the next bridge and stare down. Или вы идете к следующему близлежащему мосту и начинаете смотреть вниз на воду. That is not spiritual humility. Но это не духовное смирение. That's a feeling which, of course, there are different types of feelings of low self-esteem. There are different types. То есть существуют разные виды вот этого чувства низкой самооценки. One type is, out of desperation. Одна разновидность это из отчаяния, да, из-за отчаяния. You're desperate. You really feel like this and you don't see any way out of it. Вы в действительности чувствуете большое отчаяние и не видите никакой возможности выбраться из этого. And there's another type of feeling. Есть другой вид чувства. It is a desire to get attention. Желание почувствовать, привлечь к себе внимание. So you feel like that, you display all the symptoms, with the hope to somehow get attention from others. У вас есть это чувство, и вы прилагаете все усилия, чтобы привлечь внимание других к себе. And you would feel very disturbed. И вы бы почувствовали себя очень обеспокоенными. If someone tries to help you, then everything is all right. Что если кто-то пытается помочь, он скажет, что все хорошо. What's the problem? В чем проблема? I don't want to talk about it. Я не хочу об этом говорить. You stand more attention. И этим привлекаете еще больше внимания. No, talk about it. Не, расскажи. I can help you. You don't have any money, I can give you. Я могу тебе помочь, если у тебя нет денег, могу дать тебе. Because if someone helps you, the whole thing is over and then no more attention. Поскольку если вам помогли, и все уже завершено, все, на вас никто не будет обращать внимания. So you just go on. No, I cannot. Money is not a problem. И вы будете продолжать, нет, проблема не в деньгах. And what's the problem? Так в чем проблема? More attention. Еще больше внимания. There are different types of that feeling. И вот есть разные виды этого чувства. And the result is always it's similar. И результат всегда похожий. You lose inspiration.
Вы теряете воодушевление, вдохновение. You cannot be optimistic anymore. Вы не можете испытывать оптимизма больше. You become pessimistic, you become bitter. Вы становитесь пессимистичным, испытываете горечь. You become impersonal. Становитесь безличным. You don't want association. Вы не желаете общения. You ignore persons. Вы игнорируете людей. And you're totally focused on yourself. И вы полностью сфокусированы на себе. But you have no inspiration to perform activities, to do something. И не имеете никакого вдохновения заниматься какой-то деятельностью, что-то делать. It is a material condition. Это вот материальная обусловленность. Whereas humility, humbleness in spiritual life, Тогда как смирение, как еще по-русски, покорность, да? Смирение, покорность в духовной жизни, в духовном смысле. смысле. Духовный, what is it? Смысле? Смысл, sense. Я сказал, just life. In spiritual life. В духовной жизни. It's different. Извините. В духовной жизни. Духовной жизни. You feel inspired. Вы чувствуете вдохновение, when you have that feeling. когда у вас есть это чувство. You think I'm so useless. Вы так думаете, что я такой бесполезный, I better surrender to Krishna. поэтому лучше я предамся Кришне. So you feel inspired to surrender to Krishna. У вас возникает чувство вдохновения предаться Кришне. I have no qualifications. У меня нет никаких квалификаций. But my Guru Maharaj, he has so many qualifications. Но у моего Гуру Махараджа так много разных качеств. So I have to follow his instructions. Поэтому я должен следовать его наставлениям. Then hopefully I can be useful. Поэтому буду надеяться, что однажды я стану полезным. But without him, I'm useless. Но без него я бесполезен. I'm just an insect, nothing. Я просто инсект. Cockroach. Я просто насекомое, таракан какой-то. So it's a different conclusion. То есть вывод иной в этом случае. You know, the symptoms might look similar. Внешние проявления могут казаться похожими, такими же. Of humility. Это смирение. But the conclusion is different. И того второго проявления. Но вывод здесь другой. Conclusion is always to surrender more to Krishna, to serve Krishna more, to follow the instruction of Guru more. Вывод такой, что служить Кришне больше, следовать наставлениям больше, предаться Кришне больше. Like Srila Bhaktivinoda Thakur's songs, they're full of humility. Например, песни Бхактивинода Тхакура, они полны проявлений смирения. And Srila Prabhupada's prayers on the Jaladuta, И также молитвы Шрилы Прабхупады на проходе Джаладута full of humility. полны смирения. But look at the conclusions of these songs and prayers. Но посмотрите, каковы выводы в конце этих песен и молитв. Always full surrender to Krishna. Всегда полное вручение себя Кришне. But the material humility, that's not a conclusion. Но при материальном смирении нету такого вывода. It's either the desire for more attention, Или это будет желание обратить на себя еще большее внимание, or desire to commit suicide. или желание совершить самоубийство. That's the conclusion. Такой вывод. Some people are born they're like in a natural way humble. Некоторые люди рождены быть смиренными таким естественным образом. That's more like a pious, due to pious activities. Это по большему счету вследствие их благочестивых поступков в прошлом. It's a very, very pious mood. Это очень благочестивое настроение. That you just don't want to be recognized, you don't want to be, honored. Что вы просто не желаете, чтобы вас признавали, или вы не желаете, чтобы вас как-то почитали, награждали. It's like a mode of goodness. Гуна благости. That's also there. Оно также существует там. But again, if that such a feeling does not result in surrendering to Krishna, then it's not spiritual. Но опять же, если это чувство не приводит к стремлению предаться Кришне, то тогда оно опять же не духовно. And it's still a material quality. Это все-таки остается материальным качеством. So there are more pious qualities in the people, more passionate qualities, more ignorant qualities.
Поэтому в людях существуют более благостные качества, более страстные качества, более невежественные качества. It all depends on the motivations and desires that someone has. Все зависит от мотивации человека, его желаний. So I would like to stop here. Я хотел бы на этом закончить. Thank you very much for your patience. Спасибо большое за ваше терпение. Hare Krishna. Hare Krishna.